Сегодня прям с утра сенсация, гляди-ка, сенсация. Экс-беркутовец дал показания на своих экс-коллег и рассказал, что видел, кому выдавались патроны со свинцовой картечью, и видел, как стреляли по митингующим, по активистам. И, в общем-то, это является серьезным доказательством. Это во всех СМИ. Об этом сообщают реально, как о победе. Экс-беркутовец дал показания против своих. И он частично признал свою вину, назвал фамилии. Об этом сообщает Пятый канал, канал президента Украины. 1,5 года просидел и вспомнил, и даже назвал фамилии коллег. Может быть, до этого молчал? Ну, мы к этому еще придем. Це Віктор Шаповалов, колишній працівник харківського «Беркуту». Після 1,5 року за ґратами він частково визнав свою провину та навіть назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю. Помпові рушниці видавалися личному составу Бондаренко Сергій, Мищенко. С бумажки читает, спросите вы? Ну да, лучше всегда читать с бумажки, потому что можно забыть иначе. Лучше записывать. Войтенко, Белов, Датских, Белецкий, Андрей, Кобец, Мацюра, Павленко, Рабко. Личным составом Спартами командовал безпосередньо Лукаш, и командовал он и давал команды, там, форты вперед, это все. Он перечислил фамилии тех, кто получали эти самые форты, и рассказал, что командовал этим отделением, которое было с фортами, полковник Лукаш. И он именно говорил форты вперед и все такое. Новые показания, действительно революционные. Чи бачили ви особисто, що працівниками вашого підрозділу проводились постріли в бік мітингувальників, сказаних помпових рушниць? Да, бачу. Видели ли вы, что сотрудниками вашего подразделения осуществлялись выстрелы в митингующих? Да, видел. Новые показания. Свідчення Віктора Шаповалова дуже важливі, каже прокурор. Він фактично свідчить проти інших спецпризначенців, що може допомогти в доведенні їхньої провини. Йдеться, зокрема, і про командира Харківської роти «Беркуту» Владислава Лукаша, якого також обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Действительно, его показания очень важны, прокуроры ликуют украинские СМИ, ликуют, короче, все. Я включаю телевизор, а там рассказывают, что экс-беркутовец сдал своих, наконец-то, ура, 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 победа. Апрель. Когда уже толпа начала там что-то, еще агрессивнее как-то себя вести, я не знаю, Лукаш дал команду личному составу, у которого были форты, говорит, форты вперед. Так он в апреле рассказал, что полковник Лукаш говорил тем, у кого были форты, форты вперед. Ага. Всі працівники «Беркуту» Харківського були озброєні цими фортами, чи ні? Было с этими фортами 12 или 15 человек. Новые показания. Так он в апреле уже рассказывал и про Лукаша, и про то, что 12-15 человек были с фортами, форты вперед. А в чем как бы... Ви безпосередньо керували їхніми діями, чи ні? Нет, у них был свой командир, они были впереди. То есть, что там они, куда они там их применяли, какими набоями, не готов сказать. Вот самое главное. Тогда этот экс-беркутовец не был готов сказать, какими именно патронами стреляли те самые, которые пошли форты вперед. А вот сейчас вспомнил, понятно, да? Ну ви бачили, що з них постріли проводились? Видно и слышно, что проводятся пострелы. Так он еще и тогда, в апреле, оказывается, говорил о том, что видел, как стреляли из этих фортов. Далі підозрюваний розповідає, про убитих 18 лютого євромайданівців нібито дізнався вже під час арешту. Об этом я уже узнал от ваших сотрудников. Об убитых он узнал от сотрудников, которые его задержали, но этому же мы верить не будем. Было много раненых ВВшников. Загиблых я не видел никого. Много раненых ВВшников, это 18-летних сотрудников внутренних войск. Но это Пятый канал обрезает, это же не люди, это не сильно интересно. Дальше. Там готувалися до зачистки Майдану. Патроны эти насыпали насыпью, да, и я не помню, кто-то из бойцов подошел и говорит, походу, говорит, попались, говорит, между насыпью и патроны, говорит, с этим, со свинцовой картечью. Свинцевою картечью, так? Да. Саме Вот оно. Он и в апреле говорил про свинцовую картечь, но говорил он несколько иначе. Он не помнит даже кто, но кто-то из сотрудников сказал, что попался со свинцовой картечью. Смотри, попали со свинцовой картечью. Намеренно их не выдавали, а они лежали насыпью. Но спустя несколько месяцев, осознав и поняв, он берет и рассказывает уже пофамильно, кто конкретно получал. И получали конкретно, целенаправленно, со свинцовой картечью. Все изменилось. Тут, кстати, интересные показания от потерпевших. Знайшли в організмі свинець, і в його було картечне, дробове, пульове ранення.
Без сомнения, это очень важное свидетельство, и Пятому каналу, не задумывающимся над тем, что он снимает, было очень важно это показать. Короче, что мы имеем? 1,5 года человека мурыжит, и он прекрасно понимает, что у него повесят всех собак, ему дадут, если не 15, так 10, если не 10, так ПЖ. Что лучше, 10 или ПЖ? Поморите его еще 1,5 года, и он вспомнит внезапно, то как сам лично Янукович ходил и раздавал эти патроны, и говорил, вот здесь картечь, убей побольше активистов. Вы в это верите? Я безусловно верю.